Вы заблокировали его везде. Вы умом понимаете, что эти отношения вас уничтожили. Но сейчас вы сидите, смотрите в телефон, и вы чувствуете, что вас просто ломает. Вы готовы отдать все, только чтобы он вам написал. Знаете, что это? Это не любовь, это тяжелейшая гормональная абстиненция. За 20 лет практики я много раз слышал фразу: Евгений, я, наверное, сумасшедший, если я хочу вернуться в эти отношения, учитывая, что он со мной сделал. Нет, вы не сумасшедшие. В следующие несколько минут я расскажу, как абьюзер взломал вашу эндокринную систему, почему советы подруг типа «тебе нужно просто отвлечься» не работают и как на самом деле можно справиться с этой болью. Давайте проверим, на какой стадии зависимости вы находитесь сейчас. Первое. Вы помните только все самое хорошее. Ваш мозг услужливо стер все негативные моменты и подсовывает вам воспоминания, как вам хорошо было 2 года назад на море. Или как он только начинал, когда вот за вами ухаживать. Это дофаминовая амнезия. Второе. Вы не можете нормально спать, чувствуете повышенный уровень какой-то тревоги, постоянное беспокойство. В груди чувствуете такой ком, какой-то вот узел, иногда чувство натянутой струны. Это все следствие действия гормонов стресса, кортизола и норадреналина. Третье. Вы исподволь, вроде бы как неосознанно и незаметно для себя, ищете способ, как можно вот навести контакт. Вы вспоминаете, что вам, возможно, нужно забрать у него какие-то свои вещи. Или вспоминаете, что вот сегодня день рождения его матери, и, конечно, с этим его нужно поздравить. Мозг ищет новую дозу контакта, как при зависимости. Четвертое. Вы замечаете, что нормальные мужчины кажутся вам скучными и неинтересными. То же самое, как если бы у вас была углеводная зависимость, вот вы были зависимы от сладкого, и вам кто-то предложил съесть лист салата. Вот было бы вам вообще неинтересно. Узнали себя? Теперь слушайте внимательно, что с вами сделали. Как формируется эта связь? Абьюзер не бьет вас в первый день. Вначале он устраивает сахарное шоу. Это такие прекрасные свидания, где он угадывает ваши мысли, угадывает ваши желания. Уровень дофамина и окситоцина скачет до небес. В следующий момент абьюзер пропадает, либо начинает вас обесценивать, и уровень уже кортизола и норадреналина начинает зашкаливать. Вам очень плохо. И чтобы просто выжить, вы пытаетесь заслужить его внимание, пытаетесь как-то, не знаю, выйти с ним на связь, и тогда он милостиво вас прощает, вы получаете новую дозу дофамина, и таким образом формируется зависимость такая же, как от тяжелых наркотиков. Вы не по нему скучаете, ваше тело требует дофамина, который был привязан к его одобрению. Почему в такой ситуации время не лечит и почему вы срываетесь? Вы можете на силе воли вот не общаться с таким человеком месяц, 2, 3, а потом видите, что он поставил лайк под вашей фоткой и вас отбрасывает обратно. Почему вас носит обратно? Потому что нейронная связь «он» равно спасение тревоги никуда не исчезла. Вот вспомните, когда вы получаете такой какой-то пинг, легкое какое-то притрагивание, вам то, что вас будоражит, в основном состоит из того, что снижается уровень тревоги, а не из того, что вам становится приятно. Вы совершаете типичную ошибку зависимого человека. Вы пытаетесь работать с психической и, как вы теперь понимаете, химической зависимостью с помощью силы воли. Но это так не работает. На силе воли невозможно разорвать эту зависимость. Разорвать романтическую привязанность можно только перестроив ваши внутренние опоры. И это делается в терапии. Моя задача на сессиях не просто выслушать, как вам больно. Моя задача найти то место в вашем прошлом, когда сформировалась эта зияющая пустота, это неудовлетворенная потребность, куда абьюзер закинул свой крючок. Поскольку святое место пусто не бывает, он воспользовался тем, что у вас есть определенный такой вот дефицит, и он вот таким образом пытается его восполнить. Нам важно найти эту потребность, закрыть ее, чтобы таким образом, собственно, причина зависимости исчезла. Этот путь к себе, он бывает болезненным, это требует времени, но это единственный путь к свободе. Ссылка для того, чтобы записаться ко мне на консультацию, находится под этим видео. Вы не виноваты в том, что попали в эту зависимость, но выйти из нее — это ваша ответственность. Отправьте это видео своей подруге, которая прямо сейчас хочет написать своему бывшему. Возможно, вы спасете ей годы жизни. Также напишите в комментариях слово «знакомо», если вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию. Мы таким образом посмотрим, как много нас, тех людей, которые оказывались в зависимых отношениях. Ну и, конечно, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.